Всем доброе утро! Это я так по привычке. На самом деле не такое оно и доброе. На палубе пронизывающий холод, затяжной дождь и очень пасмурно. Мы надеялись увидеть дикую природу Аляски, но вокруг полная пустота. Ни единого признака жизни. Ни тюленей на льдинах, ни китов, ни даже морских выдр. Похоже, все они решили поспать подольше в такую погоду. Но в теплую каюту мы возвращаться не собираемся. Все-таки сегодня один из самых долгожданных дней круиза. Мы проснулись в 5 утра, чтобы занять местечко потеплее где-нибудь под навесом и не пропустить уникальное зрелище. Наш лайнер заходит в Индикот-Арм. Это классический фьорд, извилистый и глубокий морской залив с высокими скалистыми берегами, который вырезается в сушу почти на 50 километров. Кстати, вся эта невероятная красота вокруг нас – часть огромного и охраняемого Тонгасского национального леса. И в самом тупике этого каньона нас ждет ледник Доус. Трудно представить, что этот величественный ландшафт, который мы видим сегодня, природа начала создавать еще во времена ледникового периода, более 2 миллионов лет назад. Медленно двигаясь, гигантские ледники буквально вырезали эти глубокие фьорды, отполировав гранитные скалы до блеска и создавая тот удивительный мир, по которому сейчас проходит наш круизный лайнер. Постепенно открытый океан остается позади, а корабль все глубже входит в узкий гранитный коридор. Чем дальше мы продвигаемся, тем выше становятся отвесные скалы, а вокруг появляются десятки тонких хрустальных водопадов, стекающих прямо по каменным стенам. Просто неземная красота. Мальчики тоже любят фотографироваться. Аляску не зря называют страной ледников. Здесь находится около 100 тысяч ледяных гигантов самых разных размеров. Правда, большинство из них совсем небольшие, а крупных ледников лишь несколько сотен. Вместе они покрывают примерно 5% территории штата. Сегодня вместо животных нас сопровождали небольшие экскурсионные суда и огромные бело-голубые льдины, медленно дрейфующие по воде. Вода подогретая, но все равно холодно там купаться. Не знаю, а выйти из воды как? Мне даже на них холодно смотреть, на этих детей. И вот, наконец-то, перед нами открывается ледник Доус. Это приливной ледник. Его язык спускается прямо в морскую воду. Его общая высота от самого дна достигает 180 метров. Но над водой возвышается лишь небольшая часть, около 60 метров. Из-за масштаба гигантских гранитных скал вокруг человеческий глаз воспринимает его маленьким. К тому же он как бы прячется в самом тупике узкого извилистого фьорда, зажатого каньонами. Огромные круизные лайнеры физически не могут подойти к нему вплотную из соображений безопасности. Если честно, после нашего прошлого круиза я ждала совсем другого. Но сильно не разочаровалась. Пусть мы не увидели масштабного шоу с обрушением льда, мы все-таки прочувствовали настоящую, дикую и неприветливую Аляску во всей ее туманной красе.
Но для сравнения я хочу показать вам наши съемки 4-летней давности. В прошлый раз в национальном парке Глейшер Бэй мы подошли к знаменитому леднику Марджери. И вот сейчас эти льдины поплывут. Было вообще что-то с чем-то, но мы увидели, и вон волны пошли. Там, наверное, кто-то стоит по заказу. Камера подъезжает, они раз и Бум, и обмалывается кусок. Потому что так невозможно. Вы подплыли вот в этот момент раз и обвалился этот кусок. Вот из-за этой красоты круиз на Аляску считается самым лучшим направлением. Ледник Марджери стоит в более открытой воде, поэтому кажется шире и доступнее для обзора. На леднике отчетливо видны темные продольные полосы. И это не грязь. В местах, где несколько ледяных рек соединяются в одну, они зажимают и перетирают горную породу, создавая такой уникальный природный рисунок. Мне всегда было интересно, почему же ледник такого светло-голубого цвета? Оказывается, секрет в колоссальном давлении. Высоко в горах тонны снега веками прессуются под собственным весом. Из него выдавливается весь воздух, и лед становится невероятно плотным, превращаясь в гигантскую оптическую призму. Обычный белый свет состоит из всех цветов радуги, но из-за уникальной плотности ледника длинные волны света, красные и желтые, поглощаются толще льда, а короткие голубые волны отражаются. Поэтому, если ледник сверху белый, это свежий снег и молодой лед, в котором еще много пузырьков воздуха. Они отражают весь свет целиком, прямо как пена в пиве. А если лед голубой, перед вами глубокий, старый и плотный слой, который кочевал с гор несколько веков. Архивные кадры остаются в архивах, а мы возвращаемся в нашу туманную реальность. В этой тишине из серой дымки есть какая-то магия. Фьорд постепенно остается позади, а мы продолжаем любоваться красотой первозданной природы. Я не интересно видел. Вон такие маленькие острова. Прям сказочный лес, а? Вам не как сказки, да? Красота какая. Я смотрю, вот там вот ты видишь, как будто вертеж вот такой, да? А оттуда выходят эти лучи. В общем, нереальная красота. Нереальная. Я себе все рисую, если не дорисовано. На той неделе им повезло, они видели китов, а нам нет. А кто здесь был, что тебе доложил? Они же говорили, команда. Они похвастались. Здесь, в этих. Вот да. Лично это мое как бы ощущение. Невероятно, как? Такую красоту. Ну, я вот поэтому... Я сама своим глазам не верю, что я вижу такую красоту, понимаешь? То есть стоило приехать Ну, посмотреть? понятно, из моих выражений. Я Да. высоко эпитетов. Капитан взял курс на столицу Аляски, город Джуна. Но наш ледниковый день на этом не заканчивается. И уже после обеда мы поедем на экскурсию к леднику Менdenhall. Но это будет уже в следующем видео. Спасибо, что провели это туманное утро с нами. До встречи в новой серии. Всем пока!